дорогие друзья, гости канала, подписчики и все те, кому интересно, как ведется приусадебное хозяйство. Сегодня у нас очень интересная тема – это разведение кроликов с нуля. Я в этом выпуске расскажу, стоит ли вообще заниматься этим бизнесом, расскажу о том, как это может быть сложно, что для этого необходимо приобрести, чтобы начать этот бизнес. И в конце ролика вы узнаете мое мнение. Это лично мое мнение, конечно же, но к нему нужно прислушаться. Сделайте свои выводы для того, чтобы не наделать каких-либо ошибок. С чего же стоит начать разведение кроликов? Самое главное – это выбрать место на вашем участке. Место это не должно быть слишком солнечным. Как вы видите, сейчас у меня здесь тенек, и кролики чувствуют себя вполне комфортно. Но в летний зной, когда очень жарко, им бывает тяжело. И если солнце будет палить прямо на них, то, в принципе, кролик может и не выжить в таких условиях. Обязательно давайте больше воды кроликам в летний зной. Также место не должно быть ветреным, потому что в грозу и в дождливую погоду дождь может попасть прямо на ваше сено. Соответственно, смотрим. Если сюда попадет дождь, сено намокнет, и кролик тоже может заболеть и умереть. Желудочно-кишечный тракт, повторяю, у кроликов очень уязвим. Поэтому необходимо обязательно предусмотреть навес над клетками. И не нужно на клетках делать выносы для сена с этой стороны, потому что, опять же, может попасть дождь. Все намокнет. Для чего же разводят кроликов? Кроликов разводят для мяса и на породу. И в том и в другом случае он должен хорошо набирать вес, хорошо расти. Для того, чтобы хорошо расти, кролику нужно хорошо питаться. Это первое. Второе, это, конечно же, должны быть хорошие гены. Это хороший родитель и отец, и мать кролика. Питание кролика заключается в том, что он кушает у нас комбикорм или зерносмесь. Зерносмесь – это ячмень, овес, пшеница, кукуруза. Но пшеницы я рекомендую давать поменьше, потому что с нее могут кролики зажиреть. Я в основном даю ячмень, овес и перемешиваю с комбикормом. Некоторые кормят только комбикормом. Это уже лично ваше дело, чем кормить кролика. Также кролику необходимо сено свежее. Я даю еще зеленую травку, когда начинается весна. Она содержит много витаминов, которые необходимы для полноценного роста. Питание должно быть правильным и хорошо сбалансированным. Также иногда я давала кроликам морковку, вареную свеклу, вареный картофель. Но сейчас я этого не делаю, достаточно витаминов из зеленой травки. Вода должна быть всегда чистая. Чистая вода очень важна для кролика, потому что он ест сухие корма, сухое сено. Ему просто необходимо восполнять водный баланс в своем организме. Рост и вес кроликов очень зависит от его родителей. Родители должны быть крупные, активные, здоровые. Только тогда вы можете рассчитывать на здоровое потомство. Родители, я имею в виду и самка, и самец, потому что гены идут и оттуда, и оттуда. Оптимальным
считается возраст 3 месяца. В 3 месяца вы можете уже увидеть, какой у кролика вес, какой размер, его характеристики. И можете уже сделать вывод, сможет ли такой кролик вам дать здоровое потомство. Выбирать кролика необходимо в разных уголках вашей области, даже желательно не города, а области, потому что сейчас очень много развелось кролиководов. Соответственно, вы можете даже не знать, что это родственники, если где-то поблизости покупаете. Берете самку в одном конце области, самца в другом конце области. Только так можно рассчитывать на то, что это не родственники. Родственные связи ни к чему хорошему не приводят. Рождается слабое, маленькое потомство, которое может вообще не дожить до убойного веса и возраста. Самка для случки должна весить не менее 3 килограмма 200 грамм. Я говорю не менее, желательно, конечно, больше. Меньше не думайте подпускать, разведете мелочь. Самец тоже должен быть крупным и активным. От него зависит очень многое в потомстве. Самое главное, проверьте достоинство у самца, потому что если там, где вы покупаете, их держали вместе, то, соответственно, они дерутся и могут покусать друг друга. Основные породы для разведения – это новозеландец белый, новозеландец красный, фландеры – это крупная порода, калифорнийцы к средним относятся, рексы, ризаны и так далее. У меня лично были в хозяйстве и есть это новозеландцы белые, новозеландцы красные, калифорнийцы, фландеры и была шиншилла, но решили от шиншиллы отказаться, у нас не было самца, соответственно, слишком много пород разводить очень тоже сложно, потому что нужно держать сразу несколько самцов под каждую самку, то есть для каждой самки свой самец, а это отдельная клетка, поэтому мы решили немножечко сузить наш круг пород. Когда вы выбираете какого-то кролика, которого хотите купить, вы должны обратить внимание, чтобы у него не слезились глазки, чтобы ушки стояли, а не висели. Также, чтобы не было натоптышей на лапках, особенно кровоточащих. Что еще? Чтобы носик не сопливил, потому что насморк тоже очень тяжело лечится. А если вы приобретете больного кролика, то вам придется лечить все свое поголовье. Поэтому, когда вы привезли нового кролика домой, обязательно дайте ему немножечко отсидеться в отдельной клетке карантине. После того, как мы определились с местом, где у нас будут находиться клетки, также уже определились с породами, которые мы приобретем, мы, может быть, даже приглядели кроликов, нам необходимо подготовить сами клетки, в которых кролики будут жить. Давайте я покажу на нашем примере. У нас достаточно интересные клетки. Мне кажется, что они прям идеальные, но для каждого, конечно же, это по-разному. У нас получается 2 ряда клеток, верхние и нижние. Между клетками вы можете наблюдать такие вот поддоны. Поддоны собираются все отходы жизнедеятельности от верхних клеток. Они не попадают, соответственно, сюда. Поддоны эти вынимаются таким вот образом. Не бойся. Вот, высыпаются в тачку, например, для того, чтобы вывести
все эти и ставятся на место. Еще раз напоминаю, обязательно должна быть такая вот крыша, навес от дождя. Далее смотрим. Вот здесь вот у меня маленькие клеточки. В них у меня сидят самцы. В больших клетках на втором этаже преимущественно находятся самки. У самок, у каждой самки свой маточный домик внутри. Все размеры я вам сейчас расскажу. В основном во всех клетках у меня идет сетчатый пол. Но есть две клетки, в которых пол состоит из реек. Это для самых крупных пород, для того, чтобы не образовывались натоптыши. Вот как раз этот пол из рейки. Это для кроликов-фландеров. Это крупная порода, крольчата, чуть-чуть больше месяца. И вот видите, они уже все крупные. Поэтому им обязательно необходимо иметь вот такой пол. Вот здесь вот у меня клеточка, опять же, для них же, но пока что здесь сидит крольчишка новозеландец белый. Но клетка есть, я их сюда пересажу. Также смотрите, у меня для закрытия дверок используются шпингалеты. Это важно, потому что у некоторых, я видела, находятся на этом месте брусочки, которые просто поворачиваешь на саморезе, и он закрывает клетку. К сожалению, кролики постоянно бьют лапами, трясут свои двери, и дверь может открыться, как у нас уже бывала такая ситуация, даже шпингалет, и то был закрыт вот таким образом, и от тряски он просто открылся на нижних клеточках, и кролики выбегали, и мы их искали по всему участку. Было такое, так что я теперь всегда проверяю, чтобы шпингалеты были полностью закрыты. Очень важно правильно сделать маточник, чтобы его можно было чистить, иметь туда доступ, проверить крольчат и чтобы вести наблюдение. Мамы с маточниками находятся в верхних клетках по той причине, что там их не достанет собака или кошка, опять же, не напугает их. А внизу у меня находятся в основном большие кролики. Это самцы и подрастающее поколение. Между клетками вы можете наблюдать пространство треугольной формы. Это для сена. То есть здесь мы можем полностью забить сеном. Если вдруг вы надолго уезжаете и вам нужно, чтобы кролик чем-то питался, помимо основного корма, вы можете все это пространство заполнить сеном. В таком случае вы будете уверены, что кролик продолжительное время будет питаться и не будет сидеть голодный. Так, ребята, давайте посмотрим, из чего у нас состоит наш маточник. Каких он размеров. Сейчас я укажу их на экране. Так, у нас получается боковая стенка. Лицевая с отверстием. Само отверстие диаметр укажу. Вторая боковушка делится на две части. И с одной части у нас получается она закрывается на шпингалет. Здесь такой вот брусок. Так, это такая же часть, но без отверстия. Соответственно, верхняя часть и нижняя часть. Все размеры укажу. Также, ребята, хочу отметить, что маточники мы делаем выносные, потому что в зимний период мы их переносим в теплое место вместе с крольчихами. Это наша беседка. Гигиена маточника и клеток. Очень важно обязательно маточник и клетки прожигать с помощью газовой горелки и газового баллончика, для того, чтобы все болезнетворные бактерии были уничтожены. Еще для гигиены я вешаю вот такие ловушки от мух. Это вы можете увидеть в моем видео, которое я снимала борьбу с насекомыми.
Ребята, и не забывайте еще вот про этот замечательный прибор от мух и комаров, который включается и в ночное время привлекает своим светом комаров и мух и убивает их электроударом. Ссылочку я на него обязательно выложу в описании. Подумайте о том, чтобы в зимнее время ваши клетки обязательно закрывались чем-то от ветра, от снега и от дождя. Я лично использовала шторки. Я их натягивала, получается, на эти саморезы. И также я использовала плиты утеплителя. Я их специально расставляла, закрывала своих кроликов. Мне было их очень жалко, чтобы холодный ветер не сильно к ним попадал. Но, может быть, вы придумаете что-то свое. Например, я очень хотела, если бы у меня был большой баннер, я бы его закрепила и сверху просто вот так вот спускала на ночь. Потому что ночью особенно холодно. Ребята, ну а теперь мы плавно подошли к вопросу вакцинации. Вакцинацию кто-то делает, кто-то нет. Я изначально, когда приобрела кроликов, обязательно всех вакцинировала. Делала я это с помощью вот такой вакцины. Это против вирусной геморрагической болезни кроликов. Вот. Или можно использовать такой вот робивак-В. Вот, то есть и эта вакцины, в принципе, достаточно действенные и хорошие. Вакцинировать надо в месяц и потом второй раз в 6 месяцев. Но потом я, признаюсь, перестала вакцинировать, потому что у меня не такое большое хозяйство. Завожу я кроликов новых редко, то есть все уже у меня куплены. Это именно мое хозяйство. И стараюсь поддерживать в клетках чистоту, чтобы не было никаких болезней. Также борюсь с насекомыми, чтобы их было поменьше. Я, как вам уже сказала, использую ловушки от мух, прибор от мух и комаров. И также я еще раскладываю иногда и выкуриваю с помощью колец Раптора. Я их просто делю на части, раскладываю в баночки для того, чтобы не загорелось какое-то сено, например. Вот, и они начинают издавать свой дымок и, соответственно, отгоняют комаров, потому что комары это, конечно, ужасно для кроликов, они их могут покусать даже через их шерсть и могут занести разные болезни. Но в последнее время вроде как все нормально у нас и никто не болеет, поэтому я перестала вакцинировать, особо разницы не заметила. Как бы это лишние ваши расходы, хотите делайте, хотите нет. Смотрите, каждый решает на свой страх и риск. Еще обязательные расходы – это расходы на стоп-кокцид. Я использую против кокцидии. Каждому кролику обязательно нужно делать с помощью шприца в ротик, впрыскивать это лекарство, чтобы не было кокцидиоза. И против глистов я делаю профилактику с помощью тетрамизола 10%. На ведро я 2 ложки с горкой этого порошочка кладу, убираю всю воду с вечера и даю на утро натощак всем кроликам попить этой воды. Обязательное глистогонное средство. Мухи, комары, все сейчас летают, переносят болезни, так что глистов обязательно нужно вытравливать. Все эти пропойки мы можем делать 40-45 дней маленьким крольчатам, и потом можем их отсаживать от мамки. Мамку, соответственно, уже можем пускать в случку. В случку нужно пускать, когда она в охоте. Желательно проверить, так ли это. Ее половые органы должны быть набухшие, красные, то есть вы сразу поймете, что крольчиха находится в охоте. После того, как самец сделал садку, желательно, чтобы он 2 или 3 раза упал с крольчихи, тогда крольчиха считается покрытой.
И через неделю можно сделать контрольную садку. Если она фыркает и прячется от самца, она считается покрытой, и мы ждем 30 дней, где-то от 28 до 32 дней может продолжаться беременность у самки. До этого момента она начинает рвать пух, и мы понимаем, что она готовит гнездо. После этого мы подкладываем в гнездо дополнительное сено или даем крольчихе его, она сама его затаскивает и готовит место, где будет кролица. При уплотненных акролах сразу после акрола самку подсаживают к самцу. Но я так не делаю, потому что наша самка очень быстро износится. Мне мои самочки очень дорогие. Я им даю отдохнуть и в 45 дней отпускаю опять к самцу. Ребята, учитывайте, что в 1,5 месяца крольчата подрастают, и их нужно будет отсаживать в новую клетку. Поэтому, если вы сделали всего лишь 4 клетки для 4 своих взрослых кроликов, учитывайте то, что нужно подготовить и для молодняка отдельную клетку. Теперь давайте поговорим про кормушки и поилки. Кормушки бывают разного типа. Есть бункерные кормушки. Это кормушки, которых хватает надолго. Я вам сейчас покажу. Вот кормушка бункерного типа. В нее можно наложить много корма вот сюда, и он потихонечку будет рассыпаться, и кролики его будут кушать. Но есть один минус. Маленькие крольчата постоянно залазят туда и так вот могут там нагадить. Это не есть хорошо, я с этим пытаюсь бороться, и под каждого кролика регулирую, какую кормушку поставить. Вот это вот в данный момент бункерная большая кормушка. Есть поменьше, вот такая. То есть 2 размера у них. Такая вот, по-моему, 350 рублей стоила. Так, наверное, 450 рублей. Напишу в описании. Помимо бункерных кормушек я использую и обычные контейнеры. Иногда вот такие пластиковые. Но сразу скажу, что они их грызут и служат они недолго, но свою функцию выполняют. У меня их много накапливается, поэтому хватает. Вот такие вот ведра под воду ставлю, особенно тем крольчихам, которые должны рожать, потому что им нужно много воды. Иногда вот эта крольчиха полностью все выпивает. Такие контейнеры ставлю и делаю кормушки из баклашек. Сейчас покажу вам. Вот смотрите. Вот так получается. Баклашечку немножечко отрезаю. Сюда опять же заполнять можно, и постепенно сюда высыпается корм. Видите? Вот такая же. Крольчатка не будет посмотреть. Отойди, малыш. Вот такая кормушечка. Тоже они недолговечны, но опять же этого добра много, и можно таких кормушек много наделать. Так, а теперь про поилки. Ниппельные поилки, которые я заказала в интернете, выглядят вот таким образом. Я их пыталась использовать, но у меня кролики сразу не хотели из них пить. Необходимо было больше терпения. Я обязательно буду использовать эти ниппельные поилки. Я уже купила большой бак, и это нужно для того, чтобы хватало надолго воды, если вдруг вы планируете куда-то уехать на несколько дней. Поэтому буду приучать своих кроликов обязательно. Вот вы видите тройничок, это разветвитель вот для таких трубочек. А сами вот эти вот поилочки, они нажимаются, и, соответственно, водичка поступает. Вот так вот нажимается все это, и водичка поступает из этой поилочки.
Ребята, на все товары, которые я рекламирую, я обязательно выкладываю ссылки в описании. И еще одна вещь, без которой не обойтись кролиководу, это вот такой шуруповерт. Мы его недавно тоже заказали в интернете, потому что наш разбился. И вот этот шуруповерт, он был недорогой, но отличный. Вот он быстро очень крутит. Для чего он нужен? На саморезы прикручиваются все бункерные кормушки, все контейнеры, и без него просто никак. Я постоянно откручиваю контейнер, вынимаю, промываю и закручиваю на место. И также с кормушками, особенно те, в которые залазят маленькие крольчата. Поэтому, ребята, это обязательная вещь. Бункерные кормушки необходимы для того, чтобы, если вдруг на долгий период вы хотите покинуть своих кроликов, они не выгребали из них корм, потому что они сделаны так, что корм очень трудно оттуда выгребсти. И ниппельные поилки также нужны для этого. Потому что кролики очень часто прогрызают свои контейнеры, выгребают корм, и они просто могут остаться без воды и без еды. А это, как мы знаем, сулит кролику недолгую жизнь. Про сено. Сена кроликам нужно очень много. Кролик может съесть столько сена, сколько он весит сам. Поэтому его необходимо либо заготавливать, а это очень тяжелый труд. Необходимо его накосить, потом правильно высушить, желательно не на прямых солнечных лучах, а где-то в теньке. И не дай бог оно будет мокрое, оно может загнить. Такое сено мокрое или гнилое кролику нельзя. Поэтому его нужно правильно сушить. Сушить нужно, опять же, в специально отведенных местах. Это проветриваемые помещения. Храниться сено должно на сетке. Можно, конечно, и проще в стога сена собирать. И опять же, от дождя необходимо его закрывать специальным куполом. Все это сложно. Мы сами в основном, когда сено косим, долго оно у меня не задерживается. Это бывает только в летний период. Я сразу его скармливаю кроликам. Не храню, потому что у меня нет помещения для хранения, ну, как бы только небольшую часть, может быть. На зиму я сено закупала в тюках. Это тоже расходы. Один тюк, по-моему, стоил рублей 200. Тюков этих мы покупали 10. Я их потихонечку расходовала, но их не хватило. То есть необходимо было и еще сено, но я выкрутилась, все-таки как-то растянула. Поэтому рассчитывайте, или вы будете косить, или вы будете покупать. Вот, ребята, мы с вами обсудили уже все вопросы и все наши затраты. Давайте посмотрим, во сколько же нам обойдется кролик. Кролик на рынке стоит за месяц жизни от 250 рублей до 350. Породы, которые крупные, могут стоить 500 рублей за месяц жизни. Клетки нам обошлись где-то в 15 тысяч рублей, но это были старые цены. Сейчас уже, скорее всего, это будет дороже. Потом, что нам нужно? Нам нужно на зиму сено. Летом, понятное дело, еще как-то можно прожить. Нам нужен комбикорм или зерно, чем вы будете кормить своих кроликов. Также необходимы кормушки, хотя бы несколько бункерных кормушек, поилки. Можно, конечно, обойтись контейнерами, но если планируете уезжать на долгий период, то ниппельные поилки нужно купить. Вот, и сопутствующие товары, это такие как шуруповерт, саморезы и тому прочая мелочь. Вот и посмотрите, сколько расходов, очень много на кроликов идет.
А когда мы начинаем продавать кролика, то почему-то все хотят его купить задешево, буквально за 100 рублей. Маленького крольчонка хотят взять. Ты начинаешь объяснять, вы понимаете, я купил самку за 2000 рублей, потому что хорошая самка, в принципе, стоит 2000. Если покрытая, то мы даже 3500 отдавали за самку. Самец, опять же, 2000 стоит. Вот вы купили самца, самку, и крольчата родились, через месяц самка кушала, вы ее растили, а потом вы начинаете растить этих крольчат. Они, во-первых, они кушают много, когда рождаются, после того, как вылазят из домика. Если их много, то они вообще хорошо кушают, выгребают также корм, портят половину, то есть и просыпается. Вот. И потом у вас крольчонка хотят забрать за 100 рублей. Согласитесь, это как-то неправильно. А почему это происходит? Объясню. Конкуренция просто огромная. Очень много объявлений на Авито, в том числе о продаже кроликов, потому что чуть ли не каждый второй, особенно который живет за городом, начал разводить кроликов у себя. И, соответственно, когда вы размещаете свое объявление о продаже, то оно тут же улетает куда-то вниз, и его нужно постоянно поднимать, это тоже деньги. Ну, а потом крольчонка за 100 рублей у вас хотят купить. То есть конкуренция большая, а спрос маленький. Звонков на самом деле очень мало. И если у вас нет канала сбыта мясом, например, или если вы на разведении хотите, ну, тут уже вряд ли вы найдете какой-то канал. Кто-то купил одного, ну, 2 кроликов, и все. То есть вам уже нужно искать другого какого-то покупателя. Здесь получается сложно. Если мясом, там чуть легче. Если вы пристроились в какой-нибудь ресторан поставлять мясо, то в принципе замечательно. Но опять же, не каждый найдет такой выход. Имейте это в виду. Ну, а помимо того, что вы терпели расходы и кормили кроликов, за ними нужно еще и убирать. В летний период нужно часто вывозить остатки жизнедеятельности для того, чтобы не было сильного запаха. Опять же, учитывайте это при выборе места, потому что ваш сосед может сказать: мне не нужен этот кроличий запах, а запах как бы летом есть. Ну, вот я пытаюсь ухаживать за кроликами, часто чищу, и у меня еще более-менее бывает и хуже. Запах, конечно, есть, учитывайте. Но также нужно учитывать то, что в зимний период намного сложнее ухаживать за кроликами. Спроса вообще почти нет. Кролики очень плохо растут, потому что не хватает солнца и витамина D. Они маленькие, и вам нужно больше их кормить, но выхлоп от этого нет. И ухаживать намного сложнее. Вода зимой в мисочках замерзает. Нужно каждый день по несколько раз приносить теплую воду кролику. Я, например, подсыпать снег я не подсыпал, потому что в снегу не все есть вещества, которые необходимы кролику. Все-таки ему нужна вода, и желательно теплая, для того, чтобы согреваться, и маленьким крольчатам в особенности. Поэтому в зимний период намного сложнее выращивать кроликов. Если есть возможность, я всегда всем рекомендую, если вы выращиваете на мясо, заниматься этим в теплое время, на зиму не оставлять. К сожалению, кролики не растут как на дрожжах, как показывают в некоторых видео. Вот у меня, например, сколько я не стремилась, не было, чтобы в месяц набирал кролик килограммы, чтобы он, например, в 3 месяца весил 3 килограмма. Но 4,5 месяца, да, я взвешивала моего рыжего, он был 3,200. Это для меня отличный результат. Ну, примерно такие результаты у меня были, но чтобы в 3 месяца 3 килограмма, нет, такого у меня нет.
Вот такое у меня мнение, но это лично мое мнение. Я никому его не навязываю, но стоит прислушаться, потому что вот я уже выращивала кроликов, и скорее мы их завели для того, чтобы как-то отвлечься в пандемию, деткам, чтобы было весело. Ну и как-то я подумала, что вроде как неплохой это может быть бизнес, но как бизнес вряд ли его стоит рассматривать. На кролике не разбогатеешь. Ну вот, ребята, получилось очень длинное видео, но зато я в нем охватила все вопросы, которые я хотела бы до вас донести. Кстати, в интернете искала такие подобные видео, очень сложно, все как-то разрозненно, и приходилось информацию искать то там, то тут. Но я вам попыталась донести именно все, как это есть в реалиях. Поэтому ставьте лайки, ставьте дизлайки, кто как. И не забудьте, ребят, подписаться на канал, потому что уж очень много сил уходит. Ваша подписка будет в качестве благодарности за то, что для вас собирается самая нужная информация. Ну все, ребята, всем пока-пока, до новых встреч, всем удачи, увидимся в следующем видео.